В этом выпуске мы посетим самую южную, самую коварную, самую штормовую и ветреную точку африканского континента – мыс Доброй Надежды. По пути познакомимся с 12 апостолами, выясним, что ближайший родственник слона не сильно-то на него и похож, узнаем, за что бьются морские львы, навестим африканских пингвинов и посетим старейшее винодельческое хозяйство близ Кейптауна. А еще вы сможете получить ответ на вечный вопрос: история о летучем голландце – это миф или явь? Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а мы начинаем. Слава богу, что вчера нам хватило мозгов не бродить по вечерним улицам Кейптауна, подвергая свою жизнь опасности. Да, в предыдущем выпуске мы нормально нагнали жути и рассказали о том, как может быть опасно в Кейптауне. Но этой ночью выстрелов мы не услышали, а значит, что вблизи отеля никого не убили. Ну, по крайней мере, из огнестрельного оружия. И поэтому это утро уже доброе, несмотря на хмурое небо. Итак, мы в Кейптауне, столице Южноафриканской Республики. Вчера после самолета мы лишь смогли прикоснуться чуть-чуть к этому прекрасному городу и увидели его богатую, жирную туристическую часть. Да, мы были, наверное, в одном из самых респектабельных районов, увидели потрясающую набережную со сверкающими магазинами, где туристы беззаботно прогуливаются, не боясь за свои кошельки и фотоаппараты, где люди сидят и кушают в дорогих ресторанах. В общем, все сверкает, все безопасно, все круто. Ну а сегодня мы отправляемся исследовать природные достопримечательности этого замечательного города и его окрестностей. Мы выбираемся из города через престижный район, где виллы расположились на склонах вдоль побережья. По тротуарам вдоль дороги бегают следящие за своим здоровьем люди. Кстати, в ЮАР прям культ бега, поэтому не удивляйтесь, если в 7 утра, выйдя на прогулку, вы увидите множество бегающих людей. Это радует, и уж точно это лучше, чем то, что происходит в криминальных районах по ночам. Первая видовая точка на нашем сегодняшнем маршруте – это бухта Кампс-Бэй. Отсюда открывается потрясающий вид на океан, на гряду 12 апостолов, именно так называются эти горы, ну и на один из достаточно богатых районов Кейптауна. Это один из самых популярных пляжей в Кейптауне, и знаменит он своим золотистым песком и кристально чистой водой Атлантического океана. Он окружен красивым горным хребтом, который является продолжением Столовой горы и носит имя 12 апостолов. Вода здесь прохладная, но приятная для купания в летние месяцы. Летние имеется в виду по-юарски, то есть в наши зимние. А сейчас тут зима. Но и для понимания термина «приятной воды» скажу, что температура океана колеблется от 12 до 18 градусов. Смотрите, не перегрейтесь, граждане отдыхающие. Вообще, лучшее время для посещения Кампс-Бэй зависит от того, какие погодные условия и мероприятия вы предпочитаете. В целом, туристический сезон здесь начинается в декабре и заканчивается в апреле, когда погода теплая и солнечная. Если вы предпочитаете более спокойную и уединенную атмосферу, то лучшее время для посещения Кампс-Бэй – это осень и зима, ну то есть с мая по август. Это время года считается сезоном дождей, но дожди обычно не очень сильные, и в этот период меньше туристов, и как следствие цены на жилье и услуги гораздо ниже. Но в общем мы приехали прямо в пик низкого сезона. Свое название бухта получила по фамилии фермера.
Здесь было расположено его фермерское хозяйство. Его очень любили и к нему приезжали. Так и пошло в простонародье. Едем в бухту Камса или едем в гости к Камсу. 12 апостолов в солнечную погоду выглядят вот так. И тоже является весьма популярным местом. Прямо со Столовой горы сюда ведут несколько хайкинговых маршрутов. Тут вам и свежий морской воздух, и потрясающие виды, и спорт. С названием 12 апостолов связана одна легенда. Мужчина, проживающий в этих местах счастливую жизнь со своей возлюбленной, в какой-то момент из-за болезни теряет свою половинку и, опечалившись, обращается к Богу с просьбой дать ему знак, что с супругой на том свете все хорошо. И в этот момент на скалах появились лица 12 апостолов, и тогда мужчина успокоился, а название так и приклеилось к этому горному хребту. У подножья гор расположен уютный поселок. Среди этой низкоэтажной застройки достаточно много туристической инфраструктуры. Кафе и рестораны, гестхаусы, мини-гостиницы, ну и, конечно же, дома богатых владельцев. Это место популярно не только своим пляжем. Здесь, в этом месте, в скалах, в трещинках живут прародители слонов, даманы, или как их любят называют, даси. Ученые доказали, что по своей структуре их кости, их плоть очень схожа с плотью и костями слонов. Ну, не знаю, в чем тут может быть сходство. Мне кажется, тапир больше подходит на роль родственника слона, но ученым виднее. Вот это место очень популярно для организации кемпингов среди местного цветного населения. Они приезжают на выходные, ставят здесь палатки, жарят шашлыки, в общем, отдыхают в привычном нам природном формате. Мы проезжаем по данному району и еще раз убеждаюсь в его туристической привлекательности. Далее наш путь ведет в бухту Хаут-Бэй. Это место также является популярным туристическим центром. Именно отсюда отправляются экскурсии на корабликах на остров Морских Львов, где за ними можно понаблюдать в естественной среде. Поэтому появление вот этих двух достаточно больших экземпляров здесь весьма символично. В этой деревне есть несколько прирученных котиков, которые как собачки бегают за своими псевдохозяинами, которые им дают вкуснятину. Но вкуснятина – это кусочки рыбы. Но наши гиды не рекомендуют с ними близко контактировать, поскольку все-таки это дикие животные, а выпрашивая у вас кусочек рыбки, они вас могут слегка прикуснуть. Поселок в этой бухте имеет ярко выраженное рыбацкое направление. Тут стоят суденышки, оснащенные под рыбалку. Тут пахнет рыбой и тут продают рыбу. Подходим, свежая рыбка, смотрите, пожалуйста, филюшечка вам, дорадо местная, юарская, лакедра, конгрева, или как здесь он называет, кинг-клип, очень дорогая и вкусная рыба, ну, мне ли как рыбнику не знать. Местные жители приезжают сюда, чтобы купить свежую рыбу по самой привлекательной цене. В один из таких павильончиков мы и зашли. Вообще этот рынок славится тем, что здесь очень хорошие цены. И они очень сильно отличаются от ресторанных. И сюда вы можете прийти и купить вот все изобилие свежей рыбы. Потому что, смотрите, здесь мы видим и дорадо, и ту же самую конгреву, и что-то типа рыбы тюрбо. И вот это, скорее всего, филе тунцовых, лососик, осьминог, какой-то серебристый лупоглаз, ну и семейство скумбриевых, макрелевых, то есть здесь тоже представлено. На прилавке мы увидели и махи-махи, и дорадо, и конгрев, но самой популярной рыбой тут является снук. Друзья, ну вот эта рыба снук, которая как раз теряет свою чешую, она кажется голенькой. Очень похожа на барракуду, местный, так сказать, деликатес. Также здесь можно недорого разжиться омарами, правда уже замороженными. Ну вот смотрите, допустим, коробочка из раз, два, три, четыре, пять с 5 хвостов стоит порядка 500 рандов. Умножаем на 5, получается, грубо говоря, 2500 рублей. Да, я вас немного ввел в заблуждение. Омаров в упаковке было не 5, а 10. Они просто выложены в 2 ряда. А это значит, что цена одного хвоста, граммов эдак 200, составляет 250 рублей. Нормально?
У нас раки стоят по 2500 рублей за килограмм. И в доказательство того, что отсюда можно поехать на крутую рыбалку, висит вот такой баннер. Друзья, судя по этому плакату, здесь очень распространена крутая морская рыбалка. И вот смотрите, каких красавцев можно здесь поймать. Перед нами, судя по плавничкам, yellowfin туна. Но размер, я думаю, что это за 100 килограмм точно. Тут же можно купить и сувениры. И мы видим, что народ сюда подтягивается для того, чтобы поехать то ли на прогулку, то ли по своим делам. Мы еще хотели здесь попробовать Fish and Chips, который нам так разрекламировала наш гид Галина. Но, к сожалению, эта лавка еще не открылась и заморосил дождь, прогоняя нас в машину. Погода в ЮАР очень изменчива. Сейчас здесь на самом деле зима. Температура порядка 14, 15, 16 градусов. Очень часто дождь. Достаточно прохладно, если вы находитесь на океане, а вы практически всегда находитесь на океане. Поэтому, если вы поедете сюда нашим летом, то здесь это ихняя зима, потому что, собственно, южное полушарие. И поэтому не забывайте брать теплую одежду, непромокаемую одежду, зонтики. В общем, здесь не совсем так, как мы видели в первые дни в Замбии. Честно скажу, мне как человеку, имеющему отношение к рыбному бизнесу, было интересно узнать, как у них тут все устроено. Так, прогуливаясь по рыбной деревне, мы узнали информацию, что вся рыбная движуха, весь промысел, вся добыча, вся переработка ее принадлежит одному человеку, так сказать, еврейской национальности. Он поехал в США, там всему научился, посмотрел, как все это дело выглядит, и здесь все организовал. До него это все носило какое-то ремесленничество, а он все это поставил на поток, и, в общем, ему, можно так сказать, принадлежит большой рыбный бизнес. Мы отправляемся дальше, к мысу Доброй Надежды. По пути мы проезжаем респектабельные богатые районы, где живет английская аристократия. В этих районах бандитизмом и не пахнет. Все очень модно, дорого и богато. И что еще особенно приятно, здесь очень хорошие и живописные дороги. Я прям сразу представлял, как тут можно покататься на мотоцикле. Еще раз повторюсь, у меня теперь это в планах. Мы вновь выехали на побережье и держим путь к намеченной цели. Еще одно интересное место по пути на Кейп-Пойнт – Mystic Cliffs. Что в переводе означает мистический залив. Он популярен среди кайтеров, серферов, потому что здесь волны образуют крутые скаты. Но сейчас никого мы здесь не видим, потому что, видимо, не погода и не сезон. Здесь, наверное, всегда постоянный ветер. И вообще здесь очень красиво. Дети, устав сидеть в машине, бегали и резвились по пляжу. А я, несмотря на сильный ветер, решил таки запустить свою винтокрылую машину и показать всю красоту этой локации. Горы, волны, песок. Кстати, очень напоминает Бали в сезон дождей. Но только вода там теплая, а тут, мягко говоря, не очень. Нам пора двигаться дальше. И мы продолжаем свой путь.
Следующий населенный пункт называется Скарборо, и он по сути является крайним поселком, и дальше возводить постройки уже запрещено. Этот поселок тихий и спокойный. Сюда приезжают те, кто хочет убежать от людской суеты в объятия природы. Мы сразу идем на побережье. Шум океана, шум волны, вот этот морской, насыщенный йодом запах, это что-то с чем-то, это то, ради чего надо сюда приехать. Ну и можно устроить себе такой собирательский экспириенс, то есть вы ходите во время отлива, собираете мидии, вот посмотрите их сколько, их здесь сотни, ой, некоторые даже прилепляются, вот смотрите, это все мидии. Наш гид нам рассказал, что они часто приезжают сюда с друзьями и проводят время следующим образом. Гуляют по побережью, собирают мидии, готовят их и потом употребляют с прекрасным белым юарским вином, встречая закат. На мой взгляд, это прекрасный отдых. Друзья, по сути, за мной находится начало, то есть ворота национального парка мыса Доброй Надежды. И вот этот поселок Скарборо, по сути, является последним. Дальше никаких населенных пунктов до национального парка не будет. И еще здесь, в национальных парках, на всей территории ЮАР запрещено летать на дронах. Ну, во-первых, потому что здесь есть тоже вертолетный трафик, но, во-вторых, нельзя, потому что много животных, ну и скопление туристов. Это безопасно. По сути дела, да и невозможно при таком ветре полетать, особенно если у вас какой-нибудь DJI Mini 3 или Mini 4. Мы отправляемся дальше. Следующая остановка вновь в интересном месте. И на этот раз это каменная мастерская или статуйная или статуевая галерея. Наша экскурсия внезапно превратилась в каменное сафари. Есть ощущение, как будто ты бродишь по какому-то кладбищу, и здесь в виде надгробий стоят вот такие каменные памятники. На самом деле это не кладбище. Это мастерская одной из семей Зимбабве, которая оттуда доставляет вот эти камни и своими инструментами и умелыми ручками делают вот такие каменные произведения искусства. Их можно купить, они сотрудничают с карго-компанией, и вам вот этот вот сувенирчик могут отправить на вашу родину. Ну, круто же! Даже трудно представить, сколько труда вложено в эти произведения каменного искусства. Размеры очень маленькие, различные истории тоже разнообразные, которые высечены в этих камнях. Здесь и природа, и дикие животные, и птицы, и люди, и какие-то идолы. В общем, очень круто. Но всем, наверное, интересно, сколько стоят эти произведения искусства. Вот, например, вот эта дама стоит порядка 250 тысяч рублей. Да, интересное место. Самое прикольное, что мы тут не встретили ни охранника, ни продавца, ни мастера. Сами по себе побродили, посмотрели, захотели или не захотели купить и уехали уже непосредственно в национальный парк мыса Доброй Надежды.
На въезде стоит КПП, где нужно получить пропуск на въезд, естественно, заплатив за это денежку. Вообще сегодня весь день дождь, точнее ливень. Но, как вы можете наблюдать, дождь пытался начаться, потом вновь выглянуло солнышко, и облака, и тучи здесь с такой скоростью передвигаются, здесь не нужен таймлапс. Можно просто поставить камеру, и вы увидите, как они быстро проносятся. Поэтому погода здесь очень изменчивая. И когда вы выходите на улицу здесь, берите одежду все, так же, как и у нас на Камчатке. Здесь мы наблюдаем и другую погоду, и другую растительность. Вообще, это место крайне интересно для ботаников, так как здесь произрастает большое количество эндемичных растений. Те цветы, которые нам продают в цветочных лавках как заморские и экзотические, здесь просто растут в дикой природе. Да, и цветут они, видимо, весной и летом. А так как сейчас глубокая зима, поэтому всем любителям ботаники и цветущей флоры сюда нужно приезжать с декабря по апрель. Здесь, на Кейп-Пойнт, произрастает более 1000 видов растений. Вообще в мире насчитывается 6 самых цветочных государств. Так вот здесь, в ЮАР, вот в этой локации, считается государство самое маленькое, но одновременно и самое большое по количеству эндемиков, произрастающих здесь. Фолс-Бэй переводится с английского как «фальшивая бухта», и этому есть реальное историческое объяснение. Смотровая площадка в бухте Фолс-Бэй. Почему называется Фолс-Бэй? Об этом лучше расскажет вот эта карта. Дело в том, что когда Бартоломео Диаш со своими первооткрывателями исследовали вот эти земли, они не увидели противоположного берега из-за тумана, плохой погоды, облаков. Ну и, в принципе, расстояние здесь достаточно серьезное. И у них было полное ощущение, что они выходят в открытый океан. Но когда они пошли вот здесь, во-первых, здесь очень много подводных скал, течений, ветров. И навигация здесь очень сложная была. Ну и, по сути дела, никакого выхода в открытое море здесь не было. И они совершили вот такой путь по кругу и вышли снова же сюда, к мысу Доброй Надежды. Поэтому и Фолс-Бэй. Погрузившись немного в тему великих географических открытий, поглядев световой на ту самую бухту Фолс-Бэй, воодушевившись смелостью португальских мореплавателей, отправляемся к самым важным точкам Капского полуострова – мысу Доброй Надежды и Кейп-Пойнт. Общепринятое заблуждение людей, незнакомых близко с географией африканского континента, состоит в том, что Кейп-Пойнт является южной оконечностью Африки, а значит служит водоразделом между Атлантическим и Индийским океанами. Ни то, ни другое, как в отношении Кейп-Пойнт, так и в отношении его более знаменитого соседа мыса Доброй Надежды, не является правдой. Самой южной точкой материка является мыс Игольный, до которого основная масса туристов не добирается. И не мудрено, ведь предстоит проехать около 200 километров в один конец ради формальности в не очень живописное место. Зато Кейп-Пойнт выглядит именно таким, каким должен выглядеть мыс Бурь. Живописные скалы, изогнутый рельеф, маяк, точнее даже два, но о них чуточку позднее. Теперь пришло время немного коснуться истории, и мы с вами относимся в 15 век, в эпоху великих географических открытий.
В 1488 году португальская экспедиция, возглавляемая Бартоломео Диашем, открыла для европейцев мыс Доброй Надежды, который назвали мысом Бурь. И я здесь с ними полностью согласен, потому что волны, ветра, шторма здесь далеко не редкость. Цель экспедиции Бартоломео Диаша была найти морской путь в Индию вокруг Африки. До Индии в итоге Диаш не дошел, но стал первым европейцем, который обогнул Африку с юга. Косвенно ему в этом помогли страшные бури, несколько дней трепавшие его корабли. Когда бури стихли, потерявший ориентацию Диаш направился на север и 3 февраля 1488 года уткнулся в побережье, которое поворачивало на северо-восток. Так был открыт путь в Индийский океан. Но до Индии Диаш так и не дошел. Он был вынужден уступить требованиям взбунтовавшейся команды и повернуть назад. На обратном пути он увидел выступающий в море мыс, который назвал для себя мысом Бурь, ибо в этом месте постоянно свирепствовали жестокие шторма. Однако португальскому королю Жуану II не понравилось название мыс Бурь, и он переименовал мыс, оправданно надеясь на то, что теперь откроется морской путь в Индию, и таким образом мыс приобрел название мыса Доброй Надежды. В данный момент мы уже поднимаемся на смотровую с видом на Кейп-Пойнт, мыс Доброй Надежды и пляж, куда высадились моряки экспедиции Бартоломео Диаша. И да, сюда можно подняться как пешком, так и на трансфере. Нам было интересно попробовать второй вариант, так как здесь ходит какой-то особенный фуникулер. Но в данный момент он не работал, и нашим трансфером стал обычный микроавтобус. В 1854 году англичане построили вот этот маяк высоко. Но этот маяк не оправдал своих функций, потому что регулярно здесь садились плотные облака и закрывали его. Поэтому функций своих он абсолютно не выполнял. Именно по причине того, что от маяка практической пользы не было, решено было построить еще один маяк, так сказать, пониже. Еще одним триггером для строительства нового маяка послужило кораблекрушение пассажирского судна «Луиситания», которое произошло в 1911 году. И, как вы понимаете, до нового маяка добраться крайне непросто. А вот к старому маяку ведет очень удобная туристическая мощеная дорожка. Забравшись на верхотуру к маяку, понимаешь, что мыс Штормов – это самое подходящее для него название. Да, ну и что сказать, народа тут немерено. Спокойно понаблюдать с высоты на окрестности или же в одиночестве сфотографироваться с маяком – это просто нереально. И это еще зима, низкий сезон. Представляете, что здесь будет летом, в пик туристического сезона. Вообще к мысу Доброй Надежды можно подойти по туристической тропке, но учитывая тот факт, что она идет по краю обрыва, в ветреную погоду ее закрывают для посещения, опасаясь, что кого-то может просто сдуть. И это правда, и буквально на днях здесь произошел несчастный случай. Дело в том, что вчера команда французских регбистов спустилась на пляж, где было припарковано судно Бартоломео Диаша, и начали там купаться. Хотя там есть вывески «Ни в коем случае не купаться». И одного из членов французской команды утащило отливной волной, и до сих пор его не могут найти. Вот такой вот несчастный случай произошел. Хотя уже сформировались четкие сплетни, что кто-то сказал, что его ветром сдуло, он упал со скалы, кто-то еще различные варианты выдает. Ну, в общем, трагедия произошла именно в том виде, что человека утащило отливной волной.
Здесь же находится музей, посвященный мысу Доброй Надежды и истории его открытия. Музей, конечно, очень скромный и маленький, и каких-то великих экспонатов я там не увидел. Но здесь зато наглядно представлен и путь экспедиции Бартоломео Диаша, и Васко де Гама, который как раз и открыл тот самый путь в Индию через юг Африки. Также здесь представлена информация о кораблекрушениях, произошедших в этих опасных водах. А еще именно здесь появилась легенда о летучем голландце. Не слышали про такое? Да вы что? Это же легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря. Обычно люди наблюдают такой корабль издалека, иногда в окружении светящегося ореола. Согласно легенде, когда летучий голландец встречается с другим судном, его команда пытается передать на берег послание людям, которых давно уже нет в живых. В морских поверьях встреча с летучим голландцем считалась плохим предзнаменованием. Легенда гласит, что в 1641 году нидерландский капитан Филипп ван дер Декен, или по некоторым версиям Ван Стратен, возвращался из Ост-Индии и вез на борту молодую пару. Капитану приглянулась девушка. Он убил ее суженого, а ей сделал предложение стать его женой. Но девушка выбросилась за борт. При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в сильный шторм. Среди суеверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте. Но капитан застрелил его и еще нескольких недовольных. А затем поклялся, что никто из команды не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. Голос с неба сказал: «Да будет так». Этим Ван дер Декен, слывший страшным сквернословом и богохульником, навлек на свой корабль проклятие. Теперь он бессмертный, неуязвимый, но не способный сойти на берег, обречен бороздить волны мирового океана. Конечно же, у этой легенды есть и другие версии, но это уже не столь важно. Есть свидетельство, что в водах близ мыса Доброй Надежды достаточно часто мореплаватели встречали летучего голландца. Ученые объясняют это явление следующим образом. Феномен летучего голландца – это оптическое явление, известное в мире как фата Моргана. Возникает оно из-за преломления и отражения солнечных лучей, которые проходят сквозь воздушные потоки с разной температурой. В случае появления летучего голландца на самом деле моряки видели искаженное изображение кораблей, находящихся за линией горизонта. Это и объясняет, почему увиденные суда таинственным образом исчезали при приближении посторонних. Современных свидетельств этого феномена множество. Мы же отправляемся на сам мыс Доброй Надежды. Табличка с надписью «Мыс Доброй Надежды – самая юго-западная точка африканского континента» и есть точка притяжения многочисленных туристов. Мыс Доброй Надежды. Очень сложно здесь устоять, но это место напрямую связано с именем великого португальского мореплавателя Бартоломео Диашем. Именно здесь, как нигде лучше, можно прочувствовать дыхание и силу океана. Насладившись этой суровой красотой, мы отправляемся в гости к африканским пингвинам. По пути к ним мы проезжаем уютный городок Саймонстаун, который также расположен на побережье. Собственно, здесь, на пляже Болдерс, что переводится как «булыжники»,
и расположилась одна из самых многочисленных колоний пингвинов. На данный момент эта колония состоит из более чем 3000 особей. Она образовалась в 1983 году. Как рассказывала нам наш гид Галина, пингвины сами выбрали этот пляж и стали здесь жить. Но понимая, какой стресс этим уникальным птицам доставляют люди, пытаясь их покормить или погладить, было принято решение их обезопасить от нас и огородить эту зону от свободного доступа. Таким образом, здесь появились удобные для наблюдения мостки, которые избавят от прямых контактов людей и пингвинов. И для тех, и для других это опасно. Разозленный пингвин может очень сильно вас укусить своим клювом, а сам же он от этого получит огромный стресс, от которого может даже погибнуть. Поэтому достаточно за ними просто понаблюдать, вооружившись камерой или телефоном, что мы и сделали. Кстати, сезон гнездования у них длится с февраля по август, поэтому мы можем наблюдать этот естественный процесс. В планах сегодняшнего дня было еще посещение старейшей винодельни в Кейптауне – Гроот Констанция. Сразу хочу сказать, что это голландское название. Его можно прочитать как Хрут Констанша. История хозяйства такова. В 1685 году во время ежегодного визита на мыс Хендрик Адриан ван Редда передал земли Гроот Констанция Саймону Вандерстелю, губернатору мыса Доброй Надежды. Вандерстел на этих землях построил дом и использовал территорию хозяйства для производства вина, фруктов и овощей, а также для разведения скота. После смерти Вандерстела в 1712 году поместье было разделено и продано на 3 части – Гроот Констанция, Кляйн Констанция и Бергвлиет. В 1779 году часть поместья, включая усадьбу Вандерстела в стиле Кейп-Дач, была продана семье Клоате, которая посадила обширные виноградники и расширила и улучшила особняк, наняв архитектора Луи Мишеля Тибо. Дом оставался во владении семьи Клоэта до 1885 года. Гроот Констанция был куплен правительством мыса Доброй Надежды и использовался как экспериментальное винодельческое и сельскохозяйственное поместье. В 1969 году особняк стал частью Музея истории и культуры Южной Африки. Гроот Констанция особенно известна своим производством высококачественных красных вин. Особой гордостью хозяйства является десертное вино Гранд Констанж, которое очень любил сам Наполеон Бонапарт. Для туристов это поместье примечательно тем, что здесь помимо винной дегустации и ужина можно погулять, наслаждаясь видами и постройками 17 века, а также познакомиться с экспозицией музея. Вообще сюда лучше приезжать пораньше и выделить на эту локацию около 4 часов, так как в музее есть экскурсии с гидом, но и после этого можно не спеша все продегустировать и очень вкусно поужинать. Место точно стоящее, рекомендую к посещению. А про историю виноделия на Капском полуострове будем уже раскрывать в следующих сериях, так как мы отправляемся в путешествие по винным регионам ЮАР и посетим такие города, как Херманус, Франшук, Сталленбош. Побываем на самых знаковых и интересных винных хозяйствах, продегустируем их вина и вдоволь насладимся красотой Капского полуострова. Покажем вам, что из себя представляет бутик-отели этих регионов. А еще мы посетим уникальное хозяйство, где опасные хищники и другие животные, судьба которых была предопределена не лучшим способом, сейчас живут в соседстве с человеком и даже снимаются в фильмах. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за проделанную работу и до новых африканских встреч!